Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю 7 совершенно разных по вкусу, устойчивых и бюджетных кремов для украшения и начинки тортов, пирожных и капкейков. Итак, мы сделаем, конечно же, крем-пломбир, шоколадный крем, крем-муслин, крем пражский кофейный, крем апельсиновый, карамельный крем и также белково-заварной шоколадный крем. Один из самых вкусных и любимых всеми кремов – это крем-пломбир для начинки и украшений тортов, пирожных и капкейков. Готовить я его буду сегодня самым простым старым способом – на муке. Без использования кукурузного крахмала, без сливок. Крем получается со вкусом всеми любимого мороженого пломбир. По этому рецепту на муке крем получается необыкновенно бархатистым, нежным. Многие очень боятся этого варианта приготовления на муке, потому что появляются комочки. Но я же в данном видео покажу, как правильно его приготовить без комочков и чтобы он сразу у вас получился. Итак, 350 мл молока довожу до кипения, но не кипячу. 100 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара, 50 грамм муки. Просеиваю в сахар. Заранее я эту муку уже просеяла, то есть здесь я просеиваю второй раз. Вот это очень важно, чтобы сразу нам избежать комочков. Перемешиваю муку с сахаром. И это тоже важно. Вот эти шаги, которые я показываю, если все их правильно выполнять, у вас все получится. 150 мл холодного молока. Добавляю к сухой смеси сначала половину молока, перемешиваю основательно. И вторую половину добавляю уже, когда масса достаточно гладкая. И все перемешиваю. 2 яйца размера среднего здесь, разбиваю у них пленочки и добавляю к мучной смеси. Молоко у меня уже практически закипело, и как вы видите, на начальном этапе у нас уже нет комочков. Вот это очень важно. В закипающее молоко вливаю тонкой струйкой. При непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном на умеренном огне я довожу всю эту смесь до кипения. И кастрюлю здесь беру намеренно пошире, не ковшик, а именно более широкую кастрюлю. На умеренном огне, то есть из 9 делений на 3-м делении я довожу до кипения. Вот пошли сейчас первые пузыри. И здесь я провариваю дольше, чем кукурузный крахмал, если бы мы на кукурузном крахмале варили крем. Примерно 1,5 минуты я увариваю всю эту смесь. 1,5-2 минуты. И снимаю ее сейчас с огня. Она загустеет, но чтобы была она стабильная, проваривайте, не бойтесь. И непрерывно помешивайте. Вот это важно, когда мы делаем все на муке. И видите, нет никаких комочков. И сейчас покажу еще один лайфхак, чтобы смесь не была у нас с комочками. Обязательно добавляю туда 50 грамм сейчас холодного сливочного масла. И все перемешиваю. Смотрите, какая гладкая, красивая у нас текстура получилась. Переливаю сейчас в ту емкость, где масса будет остывать до комнатной температуры. Предварительно также перемешиваю просто венчиком. Никаких миксеров я здесь не использую, потому что с самого начала мы все смешивали правильно. Переливаю сейчас в емкость, где остывать будет до комнатной температуры, ни в коем случае не до холодного состояния. Смотрите, донышко у кастрюли у меня абсолютно чистое, то есть ничего не подгорает, несмотря на то, что делали на муке. Непрерывное помешивание, умеренный огонь, и кастрюля обязательно должна быть с толстым дном. Накрыла пищевой пленкой в контакт и остужаю до комнатной температуры. 200 грамм размягченного сливочного масла взбиваю до побеления и пышности, примерно около 3 минут. Масло не должно быть очень холодным, но и не очень теплым, иначе крем будет жидким. Примерно 23-25 градусов Цельсия. Сейчас по 1-2 столовых ложки заварной основы добавляю к маслу и быстро прорабатываю. Заварная основа без комочков. Главное вовремя просеять муку, хорошо перемешивать на всех этапах, чтобы не было комочков, и все у вас получится. И не нужно бояться этого крема. Если вы хотите, допустим, использовать этот крем только для начинки, вы можете масло не 250 грамм брать, а где-то 180-150 грамм. Этого будет достаточно. Я же показываю здесь универсальный вариант, который подходит и для украшения, и для начинки. Поэтому масло я беру 250 грамм. Взбиваю сейчас вот так до пышности всю эту массу. Крем готов. Сейчас перекладываю в кондитерский мешок.
Вот так идеально он отсаживается из насадки из кондитерской. Кондитерская насадка у меня здесь 1М. Для шапочек у капкейков, то есть все это можно использовать. Крем бюджетный получается из самых простых и доступных продуктов. Естественно, этот крем также можно использовать и для начинки тортов. Если вы немножко охладите этот крем, буквально чуть-чуть в холодильнике, из него смело можно делать и цветы. Лучше всего этот крем окрашивается жирорастворимыми пищевыми красителями, но и гелевыми водорастворимыми пищевыми красителями он также хорошо окрашивается. Этим кремом вот в такой консистенции, как я вам сейчас показываю, прекрасно можно выравнивать торты. Если вы будете следовать рекомендациям, которые я даю здесь в данном видео, все у вас получится. То есть проваривать его после закипания нужно дольше, чем на кукурузном крахмале этот крем, и тогда он будет стабильным. Очень аккуратно смешивать уже просеянную муку с сахаром, и все получится. Один из самых быстрых и многофункциональных шоколадных кремов, которые есть в кондитерском искусстве. Это крем шоколадно-масляный на сгущенном молоке. Крем этот готовится буквально из 3 ингредиентов. Крем получается необыкновенно вкусным, устойчивым, очень глянцевым, который подходит как для начинки тортов, так и для украшения тортов, пирожных и капкейков. Также этот крем прекрасно подходит для тортов, в начинке которых присутствует безе. Безе прекрасно сохраняет свою устойчивость при использовании именно данного крема. И также этот крем, конечно же, очень хорошо применяется для покрытия тортов мастикой. То есть этот крем идеально подходит под мастику. И сегодня в данном видео я расскажу, как его правильно приготовить, потому что не у всех он получается. Итак, здесь у меня 250 грамм размягченного сливочного масла. Вот такой консистенции должно быть масло, то есть вилка должна вот очень хорошо погружаться. Масло примерно 25 градусов Цельсия. Ниже я брать не советую. Взбиваю сейчас минуты 4 точно, до пышности и до такого побеления достаточного. Масло 82% жирности. Добавляю туда 250 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. И также добавляю туда сейчас 1 столовую ложку с большой очень горкой какао-порошка. Какао-порошок я здесь использую не алкализованный. Какао-порошка можно брать меньше, можно брать больше. Это на ваше усмотрение. И вот здесь начинается самое интересное. Как же его взбить правильно? Вот видите, какой он жидкий. Многие останавливаются на этом этапе и говорят, что крем у них не получается. Но взбивать нужно еще дальше и дальше. Когда объединились уже все массы, начинается расслаивание крема. Вот именно такого крема у нас будет расслаивание. Многие шокированы вот именно этим этапом во взбивании данного крема и бросают все это, говорят, что не получается у них, но нужно взбивать просто дальше и дальше. И будет образовываться такая очень глянцевая, устойчивая и красивая масса. И вы будете приятно удивлены получившимся таким глянцевым, красивым и необыкновенно вкусным шоколадным кремом. На последнем этапе взбивания можно добавить в него, конечно же, ванильный ароматизатор, ромовый, миндальный, все, что вам нравится. Прекрасно держит форму крем. Вот такие прекрасные бордюры из него получаются. Из него, конечно же, можно сделать и цветы, просто он шоколадного цвета, поэтому не всегда всем цветы шоколадного цвета нравятся, но украшения на капкейки, украшения на торты, это все прекрасно держится. И, как я уже сказала, безе в тортах в начинке не размокает от данного крема. Он прекрасно подходит именно для безейных тортов. И очень быстрый крем, если правильно его взбивать. Я вам показала процесс здесь. И также идеально подходит под торты, которые покрыты мастикой. То есть покрываем этим кремом, сверху обтягиваем торт мастикой. Прекрасно держит форму этот крем. Получается всегда. Главное, взбивайте по этому принципу, который был показан в видео. Сегодня в данном видео я готовлю знаменитый французский заварной крем на желтках, крем-муслин. Крем-муслин является одним из основных кремов вообще во всей кондитерской истории. С этим кремом готовятся такие торты, как Париж-Брест, Эстерхази, Фризье, то есть торты с мировым именем. И десерты также. Крем буквально тает во рту.
Он имеет необыкновенную, сбалансированную консистенцию, подходит как для украшения, так и для наполнения тортов, пирожных и капкейков. Здесь у меня 200 мл молока комнатной температуры, 10 желтков, примерно 170 грамм весом. Я готовлю двойную порцию. Сразу говорю, что я готовлю большую порцию, мне нужно было на 2 тортика. Я все напишу в описании. Здесь 250 грамм сахара. Это перемешиваем до однородности. 70 грамм кукурузного крахмала. На картофельный я заменять не советую, картофельный будет чувствоваться, и мукой тоже не заменяйте. Здесь 600 мл молока, тоже комнатной температуры. Я вливаю всю желтковую смесь и очень хорошо перемешиваю. Я уже знаю из многолетнего опыта, не подогреваю заранее молоко, упрощаю очень сильно этот процесс и иду сразу все это уваривать на плиту. На умеренном среднем огне при непрерывном помешивании я довожу всю смесь до кипения и провариваю примерно полминуты. Во всех уголках кастрюли помешиваем непрерывно венчиком. Просто нужно выделить себе время на приготовление данной заварной основы. На весь процесс у нас уйдет не более 10 минут. Это очень быстрый крем, но очень-очень вкусный. Кастрюлю берем, конечно же, с толстым дном. Когда масса уже начинает закипать, крем будет более темным, он начнет густеть. Вы это почувствуете венчиком, и будет уходить излишняя пена. И начнутся первые пузыри. И из этого вы будете знать, что масса достигла уже примерно 82 градусов Цельсия. Желтки заварились. Пошли большие пузыри, как такие кратеры на Луне. Вы это увидите. И смесь уже готова. Полминуты еще проварили. И заварная основа наша готова. Сейчас я в массу добавляю экстракт ванили. Вы также можете добавить содержимое стручка ванили, либо же можете добавить ванильный сахар на данном этапе, потому что крем этот готовится с большим количеством ванили, чтобы он пах ванилью. И вот такая заварная основа у нас получается. Не взбиваем ее здесь. Проваренный крахмал взбивать не нужно. Просто перемешали все это венчиком. Сейчас я отправляю всю заварную основу в ту емкость, где она будет остывать до комнатной температуры, и обязательно накрываю пищевой пленкой в контакт. Видите, кастрюля нигде не пригорела. То есть можно таким экспресс-методом уваривать сразу все вместе. Убираем и остужаем до комнатной температуры. Здесь прошло у меня несколько часов. Я нагрела масло до комнатной температуры. 400 грамм масла. Еще раз повторяю, здесь у меня двойная порция. Заварная основа остыла у меня до комнатной температуры. И вот смотрите, какой консистенции должно быть масло. Оно должно быть не менее 25 градусов Цельсия, чтобы весь крем идеально хорошо соединился. И заварная основа такой же температуры должна быть. Масло взбиваем не менее 5 минут. Если такое большое количество, оно должно у вас побелеть и стать пышным. Масло взбили. И теперь заварную основу вводим туда в несколько приемов. Но заварную основу, соединяя с маслом, мы уже долго не взбиваем. Мы, можно сказать, просто все это очень хорошо перемешиваем. Если вы будете это взбивать в планетарном миксере, масса будет более гладкой и не будет содержать в себе такое большое количество пузырей, когда мы взбиваем, допустим, ручным миксером. Обычно от ручного миксера и в бисквите, и в любом креме большее количество пузырей потом. Просто прорабатываем миксером, ничего долго не взбиваем. Чем дольше взбивается проваренный крахмал, тем более жидкой становится смесь, и вы ничем ее потом не сможете восстановить. Вот такая масса получается, ей сразу же можно работать. Масса очень податливая и очень хорошо держит форму. Насадка здесь кондитерская у меня М1. Смотрите, сразу показываю, как превосходно можно отсадить шапочки у капкейков или украсить тортик.
Крем этот, вот в этих пропорциях, которые я сейчас даю, очень хорошо соединяется, я имею в виду масло и заварная основа. Главное, соблюдайте температурный режим. И вас порадует и вкус, и его консистенция, и его стабильность этого крема. Я готовлю очень вкусный и стабильный кофейный крем. Крем готовится очень просто. Готовить я его буду без муки, крахмала и сливок. И, естественно, без желатина. Крем получается сразу. Этот крем крайне редко расслаивается. Этим кремом очень хорошо наполнять торты, пирожные, капкейки. Также этим кремом можно выравнивать торты и, конечно же, украшать и торты, и пирожные, и капкейки. Шапочки у капкейков с кофейным вкусом. Он получается очень ароматным и очень насыщенным во вкусе. Крем очень красивый, он очень хорошо держит форму. Из него также получаются цветы кремовые, если кому-то захочется, и цветами украсить свой торт. Итак, что же нам для этого понадобится? Здесь 40 мл воды комнатной температуры, 2 желтка, желтки от средних яиц. Все это перемешиваем сейчас до однородности, чтобы не оставалось пленочек от желтков. Я готовлю здесь двойную порцию. 8 грамм ванильного сахара или же ванильного экстракта, 240 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. Все это перемешиваем и идем сейчас на плиту. На умеренном огне, в кастрюле с толстым дном, при непрерывном помешивании я довожу сейчас эту смесь до кипения. Здесь просто нужно постоянно помешивать. Когда появляются первые признаки кипения, пузыри, даем прокипеть буквально несколько секунд и тут же снимаем с огня, потому что крахмала в этой смеси нет, долго уваривать ничего не нужно. Переливаем сразу же в емкость, где смесь у нас будет остывать до комнатной температуры, и накрываем ее сразу же пищевой пленкой в контакт, чтобы она у нас не заветривалась. Не нужно остужать сильно, а именно до комнатной температуры. А 400 грамм сливочного масла мы нагреваем до комнатной температуры. Я еще раз повторяю, здесь у меня двойная порция. Здесь 2 столовых ложки теплого молока. Также добавляю туда 2 столовых ложки кофе. Кофе у меня быстрорастворимый, Нескафе. Все это перемешиваю. Вы также можете взять свежесваренный кофе, но я беру вот быстрорастворимый. 400 грамм масла вот до такой консистенции должно дойти. И взбиваем масло сейчас где-то минут 5 точно, чтобы оно вот так стало пышным и побелело. Туда же я выливаю всю кофейную смесь. Все это я сейчас взбиваю до однородности. Обязательно сейчас собираем все с боков и с дна посуды, чтобы ничего у нас не осталось непромешанным в креме. И тоже взбиваю просто до однородности. Долго ничего уже тут не взбиваю. Заварная основа остыла до комнатной температуры, не нужно ее остужать до холодного состояния. Буквально по паре ложек туда добавляю в масляную смесь. И все это просто прорабатываю миксером, чтобы масло объединилось с заварной основой. Долго ничего здесь не взбиваем. Если вы будете взбивать в планетарном миксере, крем будет еще более глянцевым и воздушным, и не будет столько пузырей в креме, потому что всегда взбивание ручным миксером дает лишние пузыри. Крем готов. Крем получился необыкновенно шелковистым и глянцевым. Для этого крема крайне нетипично расслаивание, то есть он получается сразу. Насадка здесь у меня 336. То есть шапочки у капкейка получаются сразу идеальные из этого крема. Им также можно наполнять различные пирожные, торты, украшать и выравнивать также торты им можно. Чем качественнее будет ваш кофе, тем более ароматным будет ваш крем. Вы можете добавить меньше кофе, но тогда и крем будет менее ароматным и кофейным.
Это все на ваше усмотрение. То есть здесь можно добавить меньше, можно и больше добавить. Но здесь вот я даю вам очень хорошие пропорции. И вот так выглядит крем в результате. Крем идеально просто держит форму, он шелковистый, глянцевый и очень-очень вкусный. Очень рекомендую его приготовить. Необыкновенно вкусный, устойчивый, глянцевый, красивый апельсиновый крем без сливок, без сыра и без желатина. Готовится он очень просто, всегда получается, подходит даже для таких тортов, как цифра. Я разделяю 6 яиц на желтки и белки. Белки мне в этом рецепте не понадобятся, я их убираю для другого рецепта. Здесь 2 апельсина среднего такого размера. Я снимаю с них цедру и выжимаю сок из 3 апельсинов. То есть цедру берем от 2, а сок от 3 апельсинов. Сока нам понадобится 250 мл. – 250 мл сока и цедру от 2 апельсинов я отправляю на плиту и довожу эту смесь до кипения, но не кипячу, и сразу снимаю с огня. Смесь у меня закипела. Обязательно процеживаю сейчас это все через сито. Помыла я сейчас опять кастрюлю эту и отправляю этот горячий сок обратно в кастрюлю. 120 грамм сахара, 35 грамм кукурузного крахмала. Перемешиваю. Добавляю туда 200 миллилитров холодной воды. Перемешиваю, чтобы не было комочков. Перемешиваю все 6 желтков и вливаю туда всю крахмальную смесь. Также активно перемешиваю, и всю желтковую смесь я отправляю сейчас в горячий сок. И иду сейчас на плиту на умеренном огне. В кастрюле с толстым дном довожу всю эту смесь до кипения. Как только пойдут первые пузыри, я сразу же снимаю эту смесь с огня, потому что здесь большое количество желтков. Чтобы они у нас не переварились, сразу нужно снять с огня. Переливаю сейчас всю эту смесь в ту емкость, где она у меня будет остывать до комнатной температуры. Вот в таком виде ею можно уже наполнять торт или просто подавать как отдельный десерт в виде апельсинового курда. Тоже можно использовать эту смесь. Но я ее оставлю сейчас до комнатной температуры остывать. Она у меня остыла именно до комнатной температуры, не до холодного состояния. 250 грамм сливочного масла размягченного взбиваю примерно 3 минуты. Вот такая побелевшая масса пышная получается. И сейчас примерно по 2 столовые ложки заварной основы я добавляю в масло и взбиваю. Данная заварная основа, по сути, это получается своего рода апельсиновый курд. Просто поплотнее немножко. Курд можно готовить также без крахмала, он более как соус будет, но вот в таком виде тоже можно приготовить и наполнять им торты без масла тогда уже. Так ввожу по 2 столовые ложки, взбила всю эту массу, и вот такой прекрасный крем, необыкновенно вкусный и ароматный получается. Он очень хорошо отсаживается, он очень хорошо держит форму. Температура масла здесь примерно 25-27 градусов. Это важно. Лучше украсить изделие, наполнить этим кремом изделие и потом поставить на стабилизацию в холодильник. Но чтобы крем у вас не расслаивался. Крем прекрасно держит форму, тает во рту. Очень вкусный, очень ароматный получается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пишите комментарии, я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. Устойчивый, шелковистый карамельный крем
при изготовлении которого я не буду использовать ни карамели, ни вареной сгущенки, ни сливок. Этот крем подходит как для украшения, так и для наполнения тортов, пирожных и капкейков. Итак, здесь у меня 350 мл молока обычного 3,5% жирности и 150 грамм сахара. Молоко я сейчас нагреваю до кипения, а сахар я буду карамелизировать на умеренном огне. Пока на плите нагреваются эти ингредиенты, я соединю дальнейшие ингредиенты для крема. Здесь 180 мл молока, 35 грамм кукурузного крахмала, щепотка соли. Соль нужно добавить обязательно, чтобы она подчеркнула вкус соленой карамели. Все это перемешиваю просто до однородности. Здесь одно яйцо среднего размера, я просто его размешиваю и соединяю с крахмальной массой. Размешиваем до однородности, чтобы не было комочков, и отставляем пока в сторону. На плите сейчас сахар вот так начал слегка карамелизироваться уже по краям. Молоко дошло в принципе до кипения, я его снимаю с огня. Здесь я уже начинаю его слегка перемещать, этот сахар. Здесь нет такой острой необходимости, чтобы он у нас как-то особо карамелизировался, этот сахар, потому что мы его все равно сейчас будем полностью заливать молоком, то есть он у нас будет потом растворяться. Главное, чтобы сейчас весь сахар у нас растворился и чтобы цвет карамели не стал темнее, чем такого красивого цветочного меда, то есть уже не доводить до темного такого сильного состояния. Вот сейчас уже это достаточно. Больше карамелизировать не нужно, иначе крем потом будет горчить. Сейчас порциями вливаю туда горячее молоко. Смотрите, все будет шипеть. Я сейчас даже сниму это с плиты, чтобы у меня не было такого активного кипения. Вы можете тоже так же сделать. Так просто удобнее, потому что очень сильно пенится. И сейчас вливаю все молоко туда. Здесь очень важно не пережечь сахар. Еще раз повторяю, вот до такого состояния медового, как темного меда, еще можно, но не сильнее. Вливаю все молоко туда. Опять сейчас ставлю на плиту и довожу до того состояния, чтобы полностью растворился уже весь этот карамелизированный сахар в молоке, и чтобы масса стала просто жидкая, однородная, красивого карамельного цвета. При непрерывном помешивании я это делаю в кастрюле с толстым дном на умеренном огне. Все это происходит достаточно быстро. Сейчас я в ту же емкость, где у меня закипало молоко, через сито переливаю всю карамельную смесь. Почему я делаю это через сито? Потому что какие-то кусочки карамели могут оставаться, как вот здесь. Вот я просто не буду уже здесь все это растворять до полного растворения. Этого достаточно уже. Обратно поставила эту кастрюльку на плиту. В центре помешиваю и вливаю туда всю яично-крахмальную смесь. Довожу сейчас в кастрюле с толстым дном на умеренном огне при непрерывном помешивании до кипения. Как только пойдут первые пузыри, провариваю еще примерно 20-30 секунд и снимаю с огня. Заварная основа готова. Сейчас перекладываю ее в емкость, где она у меня будет остывать до комнатной температуры, и обязательно накрываю пищевой пленкой в контакт. И 250 грамм сливочного масла я нагреваю до комнатной температуры, а заварную основу именно не до холодного состояния, а до комнатной температуры остудим. У меня прошло пару часов, масло должно стать вот такой консистенции. Если у вас очень холодно в помещении, импульсами прогрейте либо на водяной бане, либо в микроволновке, где-то 15 секунд.
Заварная основа у меня примерно 27-28 градусов Цельсия. Она не должна быть холодной. Масло тоже не ниже 25 градусов Цельсия. Это залог того, чтобы крем не расслоился. Масло взбиваю примерно 3-4 минуты до такой пышности и побеления. Теперь ложками туда ввожу всю заварную основу. По одной ложке. И вот такое количество времени прорабатываю это просто миксером. На вот одной ложке покажу, чтобы не затягивать видео. Но я думаю, что здесь и так все понятно. Долго крем, в котором находится проваренный крахмал, не взбиваем, так как может нарушиться структура проваренного крахмала и крем станет жидким. Очень важно соблюдать температурный режим обеих масс, которые мы соединяем. Если они у вас не холодные, а вот именно той температуры, которую я озвучила, у вас все получится. Посмотрите, какой пышный, красивый, шелковистый крем в итоге у нас получился. Крем наивкуснейший. У него яркий карамельный вкус. Здесь важно не пережечь сам сахар. Готовится из самых простых ингредиентов, а получается просто замечательный крем. Он прекрасно держит форму, им можно как украшать, так и наполнять торты и пирожные. Сегодня в данном видео я покажу вам, как правильно приготовить шоколадный белково-заварной крем или же шоколадную итальянскую меренгу. Крем получается необыкновенно просто вкусным, со вкусом очень легкого шоколадного мороженого, очень стабильным, я вам показываю, насколько он стабильный. Готовится из самых простых и доступных продуктов. Готовить его буду без желатина, без агар-агара, без каких-то других загустителей. Готовится самым обычным миксером ручным. Покажу даже, как его правильно приготовить даже без термометра. Итак, сначала подготовим какао. Какао здесь у меня 15 грамм. Обязательно просеиваю какао-порошок. Это какао-порошок для выпечки. Не алкализованный какао-порошок. Обязательно просеяли. И добавляю сейчас туда 2 столовые ложки кипятка. Вот только что вскипела вода. Максимум можно здесь на это количество какао добавить 2,5 столовые ложки кипятка. Не больше. Получается вот такая шоколадная паста. Пока я ее отставлю в сторону. И буду готовить сам белково-заварной крем. Итак, для сиропа мне понадобится 250 грамм сахара, 70 миллилитров воды. Вода обычной комнатной температуры. Иду сейчас на плиту. На полном огне буду доводить этот сироп сахарный до кипения. Здесь у меня 100 грамм белка обычных куриных яиц. Это примерно белки от 3 крупных яиц. 8 грамм ванильного сахара. Яйца перед тем, как разделять их на желтки и белки, нужно хорошо промыть, и я всегда дезинфицирую спиртом, чтобы яйца были идеально чистыми. И яйца берем самые свежие. Сироп у меня уже практически закипел. И вот с того момента, как он у меня будет сейчас кипеть, я буду отсчитывать уже время, чтобы если у кого-то нет, допустим, термометра, чтобы вы знали. Ровно 2 минуты прокипел сироп. Добавляю в него 1/4 чайной ложки лимонной кислоты. Ее добавить нужно обязательно, иначе крем у вас будет очень неустойчивым. 113 градусов Цельсия, у кого есть термометр. Очень удобно вот так вот, если лопатка у вас есть тоже деревянная или какая-то силиконовая с дырочками, очень удобно туда всегда ставить градусник, чтобы он не касался дна кастрюли. И как только добавили лимонную кислоту, начинаем взбивать белки. Сейчас еще 1,5 минуты у меня будет кипеть сироп на полном огне в кастрюле с толстым дном. Лучше, конечно, здесь, раз ручным миксером работаем, брать ковшик. И все это время я непрерывно взбиваю белки на полной скорости миксера. Сироп я доведу сейчас до температуры 123 градуса Цельсия. Сироп я всегда провариваю побольше, чем вот в классическом варианте белково-заварного крема. Снимаю сейчас ковшик с огня, и примерно 40 секунд он у меня будет сейчас остывать. И все эти 40 секунд я взбивала дальше белок, а сироп уже был снят с огня. И теперь, по прошествии этих 40 секунд, я вливаю тонкой струйкой с края весь этот сироп очень бережно и аккуратно в белки при непрерывном взбивании белков. Миксер у меня маломощный, 300 Вт, взбиваю на полной скорости миксера. Я перешла здесь просто на стол, потому что очень неудобно на плите, там все горячее, взбивать. Сейчас я буду взбивать момента введения сиропа, когда я закончила вводить сироп в белки,
еще ровно 2 минуты. Это моим маломощным миксером. Смотрите все по вашей ситуации. Сироп здесь важно проварить до 123 градусов Цельсия. По минутам, как я это проваривала, я вам сказала. Если у вас миксер планетарный, очень мощный, допустим, 1000-1200 Вт, конечно же, тогда это все взбивается быстрее. Вот когда начнут сейчас в креме появляться такие характерные пустоты, тогда уже крем, в принципе, будет готов. Вот там внизу эти пустоты уже видно в креме. То есть он не тянется. У него внутри есть, уже образовываются пустоты. Их видно, видите? Они начинают, эти пустоты, отделяться от краешков посуды. И наматываться очень сильно начинает крем на венчики. И крем становится очень-очень стабильным. Пустоты хорошо уже видно с краев посуды. Если у вас крем такой вязкий и он еще не довзбит, значит взбивайте просто дальше. У всех миксеры разные, но здесь очень важна температура сиропа. У меня даже миксер, как бы сами венчики оттуда выпали, настолько плотный крем. Вот такой он супер устойчивый, этот крем. Сейчас в шоколадную пасту, которую мы приготовили ранее, щедрую такую ложку столовую добавляю крема, только что взбитого. Ни в коем случае здесь ждать ничего нельзя. Крем еще очень горячий. И все очень аккуратно и досконально перемешиваю вот это какао и белковый крем. Такая масса получится. Она, конечно же, разжижится. В ней могут быть крупинки какао, поэтому очень хорошо здесь следует вымешивать эту массу. Сейчас всю эту массу сразу же, ничего не жду, сразу же добавляю ко всему белому крему. Это очень важно, то есть белковый крем не любит долго стоять. Его нужно готовить, размешивать, взбивать, еще пока он очень горячий. И бережно сейчас перемешиваю лопаткой, как бы мы с вами вмешивали белковую массу, допустим, в бисквитное тесто. То есть вот такими круговыми движениями, ни в коем случае никаким миксером не вмешиваем, иначе у вас крем очень сильно осядет и разжижится. Ни в коем случае не добавляем сухое какао в крем. Многие очень допускают эту ошибку, получается просто непонятная субстанция. Я пробовала делать это также с шоколадом. Вот здесь насадку розу я показываю вам, сейчас наполняю, потом насадку хризантему. Также буду использовать, покажу, как цветы из него делать. Я пробовала делать это на шоколаде, не на какао. Крем получается очень приторно-сладким, просто невозможно сладким. Какао-порошок здесь очень дает, раскрывается аромат, потому что горячий крем и заваривался также кипятком какао-порошок. И также он как бы редуцирует вот эту самую сладость в креме. Крем получается очень вкусный. Очень напоминает вкус легкого воздушного шоколадного мороженого. Вот так показываю вам, из него превосходно отсаживаются розы. Здесь у меня, к сожалению, камера не очень хорошо сфокусировалась. Но я думаю, что смысл понятен. Конечно, этот крем просто предназначен идеально для шапочек у капкейков. Шоколадные шапочки у капкейков, у кексов, у маффинов. Вот этот коричневый белковый шоколадный заварной крем очень хорошо использовать для шишек на зимние торты. Очень красиво они смотрятся, еще с белой окантовочкой, если делать не как розы, а именно как шишки. Также показываю, как делается из этого крема хризантема. Насадка номер 80 у меня здесь хризантема классическая. Цветок хризантема, он сложный считается, нестабильный. И все равно из этого крема на превосходно хризантема это получается. Здесь у меня маленькая частичка от какао попала в крем, и поэтому некоторые здесь лепестки у хризантемы получились как бы раздвоенные. Но потом эта частичка вышла с кремом, и лепестки стали нормальными. Показываю просто для информации вам, что и такие цветы из этого крема прекрасно получаются. То есть стабильный нормальный крем. Главное выполнять все рекомендации, которые я даю в видео, и соблюдать пропорции. Также показываю, как из насадки, здесь у меня 6 мм открытая звездочка, отсаживаются просто вот такие шапочки. У маленьких капкейков, допустим, или любые бортики можно из него делать на торте. Им также можно и выровнять торт, но если кому-то это будет интересно. Вообще, конечно, этот крем идеально просто подходит для отсаживания именно шапочек у кексов, капкейков, маффинов. То есть это именно на кексы, на капкейки. Вот такая вот у меня получилась композиция. Насадка здесь у меня 336. Большая насадка кондитерская. Вот этот крем белый у меня остался на венчиках. Я его сейчас
весь собрала в кондитерский мешок, делаю вот такую полоску. Поэтому у меня такая белая полоска на креме, когда я вам в начале видео показывала. Сейчас заполняю весь кондитерский мешок уже шоколадным кремом. Можно не делать, естественно, эту полоску из белого крема, можно просто шоколадным кремом здесь работать. Я просто показываю вам для дополнительной информации. И вот такие вот прекрасные шапочки у капкейков у меня получаются. То есть все это получается, если делать это все именно как вот я делаю в видео. Пропорции, температурный режим. Ни в коем случае сухой какао-порошок не добавляем в крем, все сразу испортится. Показываю здесь, как правильно сделать этот крем. Вот такой он устойчивый, необыкновенно ароматный и вкусный получается крем. И готовится он очень быстро. Говорю для новичков, что белковый заварной крем нужно использовать сразу в работе. Ни в коем случае не нужно ничего ждать. То есть как только вы его сделали, сразу же берите, наполняйте мешок кондитерский и сразу же его отсаживайте. Сразу отвечу здесь на вопрос в комментариях, насколько примерно хватит этого крема. Этого крема в зависимости от того, какой высоты вы будете делать эти шапочки у капкейков, хватит минимум от 12 до 30 капкейков. Это в зависимости, какие они у вас будут высокие, но хватит их намного. То есть крем очень бюджетный получается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.